Россию накрыл крупнейший снежный циклон. НПЗ, парализованный из-за западных санкций. Молния убила футболиста во время матча. Это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайки. Зима пришла в российские города после необычайно теплых сентября и октября. Многие российские регионы оказались не готовы к отопительному сезону и снегу, как, впрочем, и сами россияне. Например, в Москве снегопад стал причиной множества аварий. Автомобили, все еще обутые в летнюю резину, не вписываются в повороты и не могут маневрировать. В городе приостановлена аренда самокатов и велосипедов. МЧС предупреждала, что в столице 4 ноября будет сильный ветер до 15 метров в секунду, мокрый снег и гололедица. Также ведомство выпустило предупреждение о риске аварий на электросетях из-за налипания снега на провода. В Москве пока обошлось, а вот в Новгородской области 19 тысяч человек остались без света из-за обильного снегопада и ураганного ветра. Губернатор области объяснил проблемы с электричеством падением деревьев, которые оборвали провода. Хилые новгородские деревья лишили электроснабжения 440 населенных пунктов в регионе. В Твери без тепла более 100 домов. Отопительный сезон в регионе начался еще 20 октября, однако местами только на бумаге. У людей нет отопления, зато квитанции за него они получают исправно. Об этом одна из жительниц Твери рассказала порталу «Осторожно новости». В Свердловской области уже более суток без света 500 домов. Поселок Лесной, света нет. Вот, включаю свет. И нигде нет света. В пресс-службе Свердловского филиала Россети «Урал» сообщили, что электричества нет в более 10 поселках. Причина аварии – тоже ураганный ветер. Между тем на улице минус. Люди спят в верхней одежде. Собеседник издания Е1 сказал, цитата, «Живем, как в блокадном Ленинграде». Конец цитаты. В Пермском крае обесточены Березники и Соликамск. Там пришлось организовать подвоз воды. Белгородский паблик Блэдгород сообщил о проблемах на дорогах из-за снегопада. В частности, на улице Губкина столкнулись сразу 6 машин. Тем временем Путин сегодня возлагал цветы на Красной площади в честь Дня народного единства. Одно из видео с ним телеграм-канал «Вы слушаете Маяк» подписал так. В Москве минус и снег, а Путин без головного убора, но в теплой куртке. Конец цитаты. Ну и какой праздник народного единства без вербовки на фронт? В Петропавловске-Камчатском на праздновании установили пункт отбора контрактников. Со сцены представители объединения Ассамблеи народов России Камчатского края пожелали местным жителям добра и мира. После этого особые слова признательности были адресованы нашим воинам, участвующим в специальной военной операции. Это была цитата, рассказали городские власти. Министерство обороны в День народного единства опубликовало в своем телеграм-канале серию роликов с участниками войны в Украине. В них военные представляются, называют свои регионы и народ, которому принадлежат. В одном видео все участники съемки называют себя русскими. Друзья, тут я прервусь для короткого объявления. Если вы стали свидетелем или очевидцем событий, о которых хотели бы рассказать, пишите нам. Специально для этого мы запустили Telegram-бот. Присылайте текст, видео, фото. Мы все смотрим и все читаем. QR-код вы сейчас видите у себя на экране. Также ссылку на бот вы найдете в описании к этому видео. Россия будет платить по $2000 северокорейским военным на фронте. Расходы на контингент в месяц составят $20 миллионов, пишет южнокорейская газета The Korea Herald со ссылкой на разведку страны. Кроме военных, в Россию отправят около 4000 северокорейских рабочих. Им будут платить по $800 в месяц. За это власти КНДР получат от России космические технологии и гарантии поддержки, если на Корейском полуострове случится новый военный конфликт. Кроме денег, Россия может начать отправлять в КНДР рис, потому что собственного урожая КНДР не хватает. Раньше Пхеньян получал 50-100 тысяч тонн зерна в год. Теперь это число может вырасти до 600-700 тонн в год. Поставки еды – это часть оплаты северокорейского оружия на фронте.
Российские нефтяные компании испытывают нарастающие сложности с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, оснащенных импортным оборудованием. 3 НПЗ не смогли полностью закончить плановые ремонты в октябре и продлили простой отдельных установок переработки нефти на весь ноябрь, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники. По словам собеседников агентства, речь идет о Волгоградском НПЗ «Лукойла», который входит в топ-10 крупнейших в стране с мощностью 15 миллионов тонн в год, а также Ильском и Ейском НПЗ. Источник издания отмечает, что в результате объем простаивающих мощностей по нефтепереработке в 1,5 раза превысит план. Вместо 1 200 000 тонн это будет 1 800 000, а возможно и 2 миллиона. Проблемы с ремонтом стали результатом западных санкций, из-за которых в Россию не поставляется оборудование и его компоненты, рассказали ранее отраслевые источники агентства. Ну а Банк России может в будущем отказаться от чеканки монет. Мелочь не пользуется спросом у населения, поэтому стоит подумать, надо ли производить то, что не требуется людям, заявил РИА Новости глава Думского комитета по финрынку. В прошлом году ЦБ возобновил печать 5-рублевых купюр, объясняя это тем, что их печать стала более выгодной, чем чеканка монет. 2 российских глав регионов в понедельник сообщили об уходе в отставку. О переходе на новую работу сообщили главы Тамбовской области Максим Егоров и Ростовской области Василий Голубев. Они не сообщили, какие должности займут. Ротация глав регионов после выборов – обычная практика Кремля. Вероятно, в течение дня об отставке могут заявить главы еще нескольких областей. Голубев был назначен на пост губернатора Ростовской области еще президентом Дмитрием Медведевым в 2010-м. В 2015 и 2020 он дважды объявлялся победителем на выборах на этот пост. Его отставку в октябре прогнозировала газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. В материале газеты утверждалось, что еще одним уволенным главой региона станет глава Коми Василий Уйба. Его отставку прогнозировал также экспертный центр Минченко Консалтинг в регулярном рейтинге устойчивости губернаторов. Поломку томографа в российской больнице объяснили частым использованием и решили наказать за это врачей. Министр здравоохранения Магаданской области Александр Витько объяснил поломку аппарата МРТ в областной больнице тем, что врачи слишком часто его используют и назначают пациентам обследование на томографе без причины. Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале. Дальше цитата. Проведенный анализ показал довольно много случаев, когда МРТ-исследование назначается без объективных показаний. Это вопрос к лечащим врачам, в том числе городской поликлинике. В ряде случаев вполне можно использовать компьютерную томографию, тем более, что таких аппаратов в больнице несколько. Конец цитаты. По словам министра, заведующего рентгенологического отделения и лаборанта отстранили от работы. Они должны пройти дополнительное обучение. При этом, как пишет Витько, часть затрат на ремонт аппарата должны будут возместить работники, по чьей вине произошла ситуация. Патриарх Кирилл заявил о допустимости смертной казни. В ходе встречи с участниками программы «Время героев» патриарх заявил, что Иисус Христос не осуждал смертную казнь, а Священное Писание допускает убийство. Ему задали вопрос о необходимости смертной казни в России. Он ответил, что смертная казнь присутствовала на протяжении всей человеческой истории, а Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хоть и сам стал ее жертвой. По его словам, убийство человека в наказание за его преступление – это крайняя мера, но Священное Писание это допускает. В Слове Божьем есть такие слова: «Измите злаго от вас самих». То есть, если есть человек опаснейший для общества, и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать. Конец цитаты. Патриарх отметил, что церковь никогда не настаивала на том, что нужно отменить это наказание. При этом он уточнил, что приветствует действующий сейчас в России мораторий на смертную казнь. Иран планирует нанести комплексный удар по Израилю, в ходе которого будут задействованы не только ракеты и дроны, но и регулярная армия, рассказали Wall Street Journal осведомленные источники среди иранских и арабских чиновников. Газета цитирует неназванного собеседника. «Наши военные потеряли людей в результате предыдущего израильского удара по Ирану, поэтому им нужно отреагировать». Конец цитаты. Чиновник отметил, что Иран может использовать территорию Ирака для проведения части операции. По его словам, мощная атака, в которой также примет участие корпус стражей исламской революции, будет нацелена на израильские военные объекты. При этом она будет гораздо более агрессивной, чем в прошлый раз. Молния убила футболиста во время матча.
39-летний перуанский футболист-любитель Хосе де ла Крус Месса погиб, а 7 других игроков пострадали после того, как в них ударила молния во время матча регионального турнира в муниципалитете Чилька. Об этом сообщает Associated Press. По данным издания, во время матча между командами Фамилия Чока и Хувентуд Белависта начался сильный дождь, и судья остановил игру на 22-й минуте после удара молнии возле спортивного стадиона. Когда игроки покидали поле, в них попала еще одна молния. Сезар Рамос, руководитель гражданской обороны муниципалитета, рассказал, что, вероятно, молния попала в де ла Круса из-за того, что на нем был металлический браслет, который сработал как магнит. Пострадавших доставили в региональную больницу. Их состояние, как пишет The Sun, оценивается как стабильное. На острове Флорес в Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби-Лаки-Лаки, которое привело к гибели минимум 9 человек, сообщило агентство по управлению стихийными бедствиями страны. При этом международное агентство Associated Press сообщает минимум о 10 погибших. Вулкан выбросил пепел на высоту 2000 метров. Лавовые потоки накрыли близлежащие деревни. В поселениях были уничтожены несколько домов, включая местный монастырь. Сейчас в Индонезии закрыты 4 аэропорта. Также власти повысили уровень угрозы для региона до максимального. Что ж, это все новости к этому часу. Поставьте лайк выпуску и подписывайтесь на наш канал. А еще подписывайтесь на нас в Телеграме. Там мы тоже публикуем выпуски, в том числе в формате аудио, чтобы вам было удобнее. С вами был Тенгиз Адамия. Ну и берегите себя.